Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чангук просто кладет руку на сердце, когда смотрит на Тэхёна. Вся глубина чувств в простом действии. Девятое место. Тэхён просто разговаривает. Чангук в это время. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Как слитое видео влияет на Вигу и будущее BTS». Обсуждаем последние события и эфир Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Мы ничего не видели и никому не скажем. Седьмое место. Мы просто тихонько посмотрим со стороны на влюбленного Чангука. Шестое место. Поведение пары. Этот момент с Тэйкук очень ценен не только потому, что Чангук и Тэхён говорят друг другу «я тебя люблю», но и из-за того, как они это делают, с такой нежностью, держась за руки. Я считаю, мы тут явно лишние. Пятое место. Мы так и не поняли, куда это вы уходили посреди церемонии. Четвертое место. Забота. Чангук не думает о себе, а заботится в первую очередь о Тэхёне. Третье место. Новости. Это официальный пародийный аккаунт Малп, который обычно подшучивает над своими игроками и другими артистами,
но про Тэхёна они написали положительно. Даджес подписали контракт с корейской поп-звездой Ви на 3 года на сумму $21 миллион, включая бонус за подписание в 3 миллиона и премиальные за достижения, сообщает Киорстен, подчеркивание Вотсон. Контракт в среднем составляет $7 миллионов в год с бонусами за участие в матче всех звезд, голоса замов и достижения по страйкаутам. Сообщается, что он будет играть как питчер из булпена. Комментарии тоже были в пользу Тэхёна после его идеальной подачи. Спортивный репортер Лададжес поделился видео, на котором Тэхён танцует под Fire перед тем, как бросить первую подачу. Аутфит Чангука в аэропорту. Спортивный костюм Needles Track Jacket and Pants. Стильный и удобный, идеально подходящий для перелетов. Кроссовки Михара Yasuhiro Hank OG Soul. Акцент на уникальном дизайне и комфорте. Рюкзак Balenciaga Army Space Backpack. Сочетание практичности и люксового стиля. Шапка Supreme Overdud Binai завершает образ, добавляя непринужденный уличный вайб. Стиль Чангука – это гармония удобства и трендов. Он умело сочетает люксовые бренды с casual-элементами, создавая образы, которые выглядят одновременно расслабленно и модно. Самые наши родные, ясные глазки на свете. Тэхён с Лоном Розином, исполнительным вице-президентом и директором по маркетингу Los-Angeles Dodgers. Лон Розин лично подошел к Тэхёну на игре, чтобы поздороваться и сделать фото. Ранее он возглавлял маркетинг таких команд, как Lakers, Kings, а теперь работает с Dodgers. Семейная идиллия. Папа и сыночка – умильный тандем, драгоценное время вместе. Девушка, которая сфотографировалась и обняла Тэхёна на игре Dodgers, поделилась впечатлениями от встречи. Мужчина на видео – Лон Розин. «Он не мой папа, но он мой герой. Девушка на фото не мой родственник, она моя избранная семья». Для справки о росте. Тэхён очень высокий, мой рост 5 футов 3 дюйма, а Лон 6 футов 3 дюйма. Я понятия не имела, что это произойдет. Накануне вечером я внезапно почувствовала потребность написать письмо Пантхан с благодарностью за их влияние на мою жизнь и за то, что они молча шли рядом со мной по этому пути. Оглядываясь назад, я убеждена, что таков был план Вселенной. Для всех, кто спрашивает, я не знаю, как пахнет Тэхён, потому что я полностью потеряла сознание, когда он обнял меня. Не знаю, чем я заслужила этот момент, но я бесконечно благодарна за возможность встретиться с Тэхёном и лично поблагодарить BTS за то, как они повлияли на мою жизнь. Даже если он так и не прочитал мое письмо. Тэхён подарил так много счастливых воспоминаний этой девушке. Эти ямочки.
Девушка также дополнила свою историю встречи в сторис. Моя подруга пригласила меня на игру, зная, что я и фанатка, и болею за Доджерс. Она упомянула Лону, что я большой фанат, и он удивил нас, пригласив нас на поле, как только мы сели на наши места. Когда я вышла на поле, мне сказали, что у нас, возможно, будет фото с Тэхёном. Честно говоря, я не смела в это поверить. Я была просто в восторге от того, что нахожусь там. Но наш потрясающий папа, имеется в виду Лон Розен, сделал это возможным. Когда Тэхён подошел, он мягко направил нас встать по обе стороны от него для фото, что показалось мне таким внимательным с его стороны. Я поблагодарила его за фото и сказала, что у меня есть письмо для него и участников группы. Он терпеливо ждал, пока я доставала его из сумочки. Простите, что напугала менеджера Нима и мистера Ли, как всегда благодарна за то, как они защищают наших парней. Я даже не помню, что Тэхён сказал мне, потому что мой разум отключился в тот момент, когда он наклонился для объятий. Он не был обязан брать мое письмо. Он не был обязан обнимать меня. Но он сделал это, и эта искренняя доброта была так характерна для BTS. Это подтвердило, что я являюсь фанаткой самых лучших людей. Я хотела уважать его время и личное пространство, поэтому сразу же повернулась, чтобы найти свою подругу. Как только я отвернулась от него, мое лицо сказало все. Я практически онемела на следующие 20 минут и не знала, что Тэ был прямо позади меня, пока я не начала нести околесицу от волнения. Моя подруга обняла меня, чтобы успокоить, чего я не помнила, пока не увидела видео. BTS нашли меня, когда мир остановился, и они напомнили мне, что жизнь продолжается. Их история, их доброта перед лицом невзгод, их настойчивость и их скромность нашла во мне отклик. Перед поступлением в юридическую школу я сделала 2 татуировки, посвященные BTS, как напоминание о силе для предстоящего неизбежно трудного пути. Я носила мерч BTS на каждый экзамен в юридической школе, включая экзамен на адвоката, на удачу. Я держала свой альбом МАЦ-7 на фото выпускного. Их голоса были саундтреком моих ночей за учебой. Я несла их с собой почти во всем, что делала последние 5 лет. В своем письме я благодарила их за то, что они незримо шли рядом со мной на моем пути. Ее история наверняка найдет отражение в сердцах многих, кто это сейчас прочитает. BTS стали настоящим спасением и путеводителей для огромного числа армий. Какой же он милый одуванчик. Тэхён на японском Nihon TV Day. Перед игрой он пообщался с игроком Dodgers Ахтани, сделал фотографии и обнял его, вызвав бурю восторга перед началом матча. Когда Тэхён вышел на питчинг, стадион взорвался аплодисментами. С Йошинобу Ямамото в роли кэтчера Ви бросил отличный страйк, приведя публику в восторг. После подачи он сделал памятные фотографии с Ямамото, оба улыбались. В тот день мировая звезда, Тэхён, провел невероятно роскошную мечтающую коллаборацию. Того, кто взорвал стадион Доджерс, звали Тэхён, участник всемирно популярной корейской группы. Во время тренировки игроков Ахтани подошел к Тэхёну, и они сфотографировались с улыбками. Реализовалась роскошная коллаборация мировых звезд. Когда Тэхён, отвечавший за церемониальный питч, вышел на поле, стадион прогремел аплодисментами. А заметная подача? Она идеально попала в перчатку. Ви сделал памятные фотографии с питчером Ямамото, который был кэтчером, оба улыбались. Тэхён – мечтавая коллаборация с Сёхаем Ахтани. Тэхён появился на церемониальном первом питче во время игры Dodgers против Reds на стадионе Dodgers в США. Когда он вышел на питчинг с начальным вызовом Dodgers,
Трибуны взорвались громкими аплодисментами, включая фанатов BTS, одетых в мерч группы. Кэтчером был питчер Йошинобу Ямамото. А подача? Быстрая, мощная, без отскока, прямо в перчатку, страйк. Перед подачей Ахтани подошел к Ви, поприветствовал его улыбкой, пожатием руки и объятием. Они сделали памятные фотографии, по-настоящему роскошный двойной кадр. Это стала мечтавая коллаборация мировых звезд, представляющих Японию и Корею. От подачи Ямамото до выразительного совместного фото с Ахтани. Хочется смотреть это снова и снова. Эта история попала на первую страницу Senki Sports. Тэхён снова покоряет сердца. Уже который день весь интернет и СМИ только о нем говорят. Его потрясающая улыбка привела в фандом ни одного человека. W Korea о Тэхёне в журнале. Есть один человек, который приковывает к себе все взгляды. Его самого можно назвать мощным присутствием, ярко пробуждающим художественное воображение этого выпуска. Перед камерой он не просто предстает красивым образом. Он стоит там как воплощенное убеждение, которое ведет за собой определенные чувства. Это его привычка. Интересно, перед зеркалом тренировал? Отличный разбор от Тчоусон. Идеальная подача Тэхёна, его мировая популярность и причина, по которой Доджерс пригласили именно его. Вопрос. Я слышал, что Тэхён сделал первый питч на матче главной бейсбольной лиги в США. Это стало огромной темой для обсуждений. К тому же я впервые узнал, что он левша. Бросок получился идеальным. Думаю, скорость была около 100 км в час. Как вы считаете? Ответ – да. Даже обычному человеку бросить мяч с такой дистанции прямо в кэтчера – это очень трудно. Знаете? Честно говоря, я сам много играл в любительский бейсбол, и таких людей, кто мог бы бросить так, очень мало. Обычно знаменитости даже выходят чуть ближе от горки, чтобы подать, а он бросал прямо с питчерского холма. Это редкость. Ух ты, Тэхён! Госпожа Им, что скажете? Он же еще и красивый, не так ли? Я однажды тоже кидал мяч с питчерской горки на любительском матче. Те, кто не пробовал, не поймут, насколько хорошо он это сделал. Это потрясающе, что участник BTS так хорош и в бейсболе. Он поет прекрасно, бросает мяч отлично. Неудивительно, что он так популярен. И, конечно, он очень красивый. Думаю, даже красивее меня. На самом деле, Тэхён уже много раз признавали одним из самых красивых лиц в мире по разным версиям. Так что, когда люди здесь говорят, что он красив, это совпадает с мнением за рубежом. Особенность в том, что он корейский певец, но когда он вышел на питчерский холм на стадионе Доджерс, реакция американской публики была колоссальной. Тот факт, что американцы так аплодировали корейскому певцу на бейсбольном матче в США, показывает, какой он глобальный артист. Честно говоря, он сейчас одна из крупнейших мировых звезд. Именно поэтому Доджерс и Малп пригласили его, чтобы усилить собственное продвижение. В США бейсбол
часто считают развлечением для мужчин среднего возраста, а пригласив такого поп-айдола, как Тэхён, они стараются расширить аудиторию, привлекая молодых девушек. Как только новость появилась, сайты продажи билетов буквально рухнули от наплыва покупателей. Продажи выросли в 5 раз выше среднего. А когда он появился на поле, местные комментаторы сказали: «Тэхён – мировая сенсация». Когда он взял микрофон, реакция публики была просто взрывной. А глаза то прикованы только к нему одному. Этот пирсинг Чангука. Чангук на каждом фото. Это поза Тэхёна. Вы ведь тоже одержимы его руками, да? Иногда все, что тебе нужно, это исцеляющее объятие Тэхёна. Дива Тэхён. Тату-мастер рассказала о встрече с BTS в ресторане и поделилась своим опытом. «Вчера у меня был самый неожиданный и незабываемый момент в жизни. Я встретила BTS в ресторане и осуществила одну из своих заветных мечт. В 2019 году я сделала татуировку,
вдохновленную музыкальным видео «Euphoria», и с тех пор сделала бесчисленное количество татуировок BTS. Это было началом всего. Благодаря этому у меня появилось много подписчиков, я выросла как художник и, наконец, приехала в США работать. Я всегда мечтала однажды показать свои татуировки BTS самим участникам, и невероятно, но эта мечта сбылась вчера. Я собрала всю смелость, подошла к ним с уважением и дрожащими руками сказала: «Я армия, и благодаря вам я смогла заявить о себе, приехать в Соединенные Штаты и просто хотела поблагодарить вас». Затем я показала им свои татуировки. Они были очень добры. Чангук поднял большой палец, а Чимин улыбнулся и сказал: «Эти татуировки действительно красивые, как повезло встретить тебя здесь». Они даже аплодировали мне. Мое сердце быстро билось, но я поблагодарила их и ушла, переполненная благодарностью и счастьем. Все еще кажется сном — встретить людей, которых я так люблю, обменяться взглядом и коротко поговорить, а также показать им свои татуировки. Вы можете в это поверить? Я более чем счастлива. Возможно, я жадная, но я все еще держусь за мечту, что когда-нибудь смогу сделать тату одному из участников. До тех пор я сохраню это невероятное воспоминание близко к своему сердцу. Да, правильно, нужно быть магнитиками все ближе и ближе друг к другу. Чангук от Ихёне, ах, какой красивый. Не думаю, что его лицо сильно изменилось. Но нет, на самом деле, небольшая разница есть. Тогда, эра Winter, у него было какое-то мальчишеское обаяние, а теперь, кажется, больше мужественное. Сразу стало тесно, душно, узко, плохо. Чангук – один из тех артистов, кто на концертах думает не только о шоу, но и о безопасности каждого человека в зале. Он замечает, если кто-то в толпе плохо себя чувствует, вызывает помощь и следит, чтобы фанатам было комфортно. Для него концерты – это не только музыка и энергия, но и пространство, где он сам становится гарантом того, что все смогут вернуться домой целыми и здоровыми. Это забота, которую невозможно поделать. Чангук любит его всегда и любым. Чангук на эфире, у меня около 9 шапок. Того же типа, что и сейчас, у меня 2. Я почти не пью, потому что сосредоточена на тренировках. Этот костюм я купила для тренировок в США, и он мне очень нравится. У меня есть только черные наряды. Вот это да, серьезно пойду поправлю прическу. Чувак, все то же самое. Я подправил, но возможно зря.
Хотелось бы уложить волосы получше. Я всегда ношу шапку, и укладка у меня не очень. Они сильно отросли, да? Второе место. Это так интимно. Как и всегда, они используют любую возможность, чтобы прикоснуться друг к другу. Вы на соревновании, кто быстрее займет себе место, но ваш соперник – Тэхён, у него всегда есть свое место с собой. Первое место. Такое напряжение между ними медленно, но верно достигли цели соприкоснуться руками друг с другом. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.